Судья Пенни Аскарате разрешила бывшей жене Джонни Деппа, опальной актрисе Эмбер Хёрд, выдвинуть встречный иск по делу о клевете против своего экс-мужа. До суда осталось менее 3 недель, и адвокаты главного голливудского пирата не смогли убедить судью из Вирджинии отклонить иск актрисы о том, что Депп замешан в нанесении ущерба ее репутации. Джонни Депп сталкивается с серьезной неудачей в битве о клевете против Эмбер Хёрд на $100 миллионов. Эти и другие подробности в сегодняшнем видео. А перед началом проверьте подписку. Давайте отблагодарим автора, набрав 50 000 подписчиков. Включите VPN, если не видите рекламу, так как это жизненно важно для канала. И поставьте лайк. Привет, друзья! Вы смотрите файл Джонни Деппа. Джонни Депп и Эмбер Хёрд состоят в официальном разводе уже почти 5 лет, но судебные тяжбы между актерами все еще продолжаются. В четверг, 24 марта, появились новые подробности громкого процесса. Адвокат Джонни Деппа использовал слово «обман», чтобы описать утверждение Эмбер Хёрд о том, что актер оскорблял ее во время их брака. Было ли это клеветой или просто частным мнением? Этот вопрос будет среди списка вопросов, решаемых присяжными в Вирджинии, когда в следующем месяце в округе Фэрфакс будет передано в суд крупное дело о клевете с участием 2 голливудских звезд. В четверг главный судья окружного суда Пенни Аскарате вынесла решение против ходатайств о вынесении решения в порядке упрощенного судопроизводства команда юристов Деппа, что ослабило бы или уничтожило защиту Хёрд вместе с ее встречным иском до начала судебного разбирательства Деппа против Хёрд. Прошло более 3 лет с тех пор, как Депп подал иск в 2019 году, обвинив Хёрд, его бывшую жену, в клевете. Актриса Зомбиленда назвала себя жертвой домашнего насилия в статье Вашингтон-Пост от 2018 года. В иске, поданном в начале марта 2019, Джонни Депп требовал возмещения ущерба в размере $50 миллионов. В следующем году Хёрд подала встречный иск на $100 миллионов против голливудского актера, утверждая, что Депп организовал кампанию, направленную на подрыв ее репутации. Замечу, что работу в то время потерял именно мистер Депп, а Хёрд по-прежнему снималась в «Аквамене», сериале «Противостояние» и прочем. Думаю, вам понятно, кто из них лукавит на самом деле. Недовольствуясь тем, чтобы присяжные вынесли решение по этому иску, Депп использовал своего адвоката Адама Уолдмана для организации ложной и клеветнической кампании против госпожи Хёрд, которая включала ложные и клеветнические заявления репортерам, неоднократно обвинявшие госпожу Хёрд во лжи, мистификации и лжесвидетельстве, говорится в заявлении, поданном адвокатами Хёрд. Адвокаты актрисы также утверждают, что Уолдман пытался запугивать и угрожать свидетелям, чтобы повлиять на их показания в неблагоприятной для госпожи Хёрд манере. Были выдвинуты 2 диаметрально противоположные версии событий, заметил один из адвокатов Деппа, Сэмюэл Манис из Браун-Рудник. «Контекст – это все», – сказал он в суде в четверг, добавив, что адвокаты – это адвокаты, и читатель или слушатель интерпретирует замечание адвоката в своем контексте. Адвокаты Джонни Деппа также утверждают, что никакие доказательства не подтверждают обвинения Хёрд в том, что он участвовал в сговоре или руководил публикацией ряда уничижительных заявлений о ней. В дополнение к отказу отклонить встречный иск Хёрд, Аскарате также постановила, что юридическая команда Деппа не может помешать Хёрд использовать защиту против СЛЭП. СЛЭП относится к стратегическим судебным искам против участия общественности, делам, направленным на то, чтобы заставить критиков замолчать по вопросам, вызывающим озабоченность общественности. Согласно одному из законов штата Вирджиния, запрещается возбуждать судебные иски, когда речь идет об общественно значимых вопросах. Адвокаты Джонни Деппа добивались постановления запретить Хёрд ссылаться на упомянутый закон. Иммунитет против СЛЭП предназначен для защиты свободы слова исключительно в отношении заявлений, представляющих общественный интерес, отметил адвокат Бенджамин Чу, также представляющий интересы Деппа. Он утверждает, что Хёрд предъявляют иск не за заявление, вызывающее озабоченность общественности, а за клеветническое заявление о том, что она стала жертвой домашнего и сексуального насилия со стороны мистера Джонни Деппа. Но адвокат Эмбер Хёрд Элейн Бредихофт возразила, что иск Деппа основан исключительно на
статье. Вот почему это является предметом общественного беспокойства. Адвокат Брэди Хофт подчеркнула, что в материале даже не упоминается имя Деппа, а речь в нем идет о по-настоящему серьезной проблеме домашнего насилия. Адвокат Деппа сказал, что закон, который разрешает эту защиту, известный как положение против пощечины. Стратегический судебный процесс против участия общественности не предназначен для использования в частных спорах. Но по итогу заседания судья Пенни Аскарате встала на сторону актрисы. Теперь Хёрд может заявить присяжным, что она должна быть защищена от иска о клевете, поскольку ее статья касается вопроса, представляющего общественный интерес. Как поведут себя адвокаты Джонни Деппа и что будет с его иском против бывшей жены? Неужели актер снова проиграет? Чтобы не пропустить подробности этого дела, просто подпишитесь на канал. Также Джонни Депп подал ходатайство о санкциях в отношении Эмбер Хёрд. Но что произошло? Согласно судебному ордеру от 8 ноября 2021 года, бывшая Джонни Деппа должна была предоставить свои гаджеты и доступ к облачному хранилищу для проведения экспертизы и установления достоверности фотографий, используемых ею в качестве доказательств до 30 ноября 2021. Но до 2 марта 2022 эксперт главного голливудского пирата Брайан Наймайстер не получил от Эмбер и ее команды ни единого файла для проведения анализа. И даже после того, как данные были высланы, они оказались либо повреждены, либо к зашифрованным архивам с файлами не было пароля для доступа к ним. Также для команды Джонни были пересланы только обработанные фото без оригинальных фотографий, которые, в общем-то, и не нужны для экспертизы. Есть версия, что Хёрд могла отредактировать снимки для получения временного запретительного судебного приказа в 2016 против Джонни Деппа и урегулирования развода в размере $7 миллионов, а также нарисовала синяки перед походом в суд Лос-Анджелеса в том же году. Обо всем этом я рассказывал на этом канале. Из 58 тысяч файлов, полученных мистером Наймайстером, большая часть это фото, никак не предназначенные для экспертизы. Это фотографии непосредственно самого Джонни Деппа, его собственности, текстовые сообщения, но они не имеют никакого отношения к Хёрд. Также большинство фото, указанные как оригинальные файлы, не содержат цифровых отпечатков, то есть метаданных. А те метаданные, которые все-таки присутствуют, показывают, что они были сделаны в 70-80-х годах прошлого столетия. Одной из причин этого могло стать намеренное или случайное использование командой Хёрд устаревшего и нелицензионного программного обеспечения для извлечения файлов. Все это привело к тому, что мистер Джонни Депп понес финансовые судебные издержки, а его эксперт Брайан Наймайстер, возможно, не успеет провести анализ файлов до начала судебного разбирательства 11 апреля. Мистер Депп просит суд наложить на актрису санкции и обязать ее полностью возместить траты мистера Деппа на услуги эксперта Брайана Наймайстера и судебного посредника Крейга Янга, а также признать все фотографии предполагаемых травм мисс Хёрд, на которые она собирается опираться в ходе будущего судебного разбирательства, недопустимыми в качестве доказательств, и в качестве альтернативы второму пункту суд должен проинструктировать присяжных о том, что они могут считать все фотографии, используемые Эмбер Хёрд в суде, измененными либо подделанными с целью показать травмы, которых на самом деле никогда не было. Напомню, что в 2020 году Джонни Депп проиграл аналогичный судебный процесс в Великобритании, но против желтого таблоида The Sun из-за статьи, в которой утверждалось, что актер избивал жену. Лондонский судья постановил, что Депп неоднократно нападал на Хёрд и заставлял ее опасаться за свою жизнь. Решение судьи теперь штата Вирджиния позволит команде Хёрд использовать защиту против СЛЭП во время судебного разбирательства. Это далеко не последнее заседание в деле Депп против Хёрд. 11 апреля начнется судебное слушание, на котором показания дадут Илон Маск, Джеймс Франко, Пол Беттани, а также представители компаний Walt Disney и Warner Bros. Слушание продлится до 27 мая 2022 года. Посмотрите мой плейлист «Джонни Депп против Эмбер Хёрд» в преддверии судебного разбирательства в апреле. Также не забывайте про хэштег Justice for Johnny Depp. С вами, как всегда, был Владимир и файлы Джонни Деппа. Берегите себя, мирного вам неба и пока-пока.